Борьба Лукашенко с безработицей в действии. С 1 марта более 100 сотрудников кирпичного завода «Керамин» останутся без работы. Связано это с отсутствием продаж. В настоящий момент на территории предприятия находится более 8 миллионов кирпичей. Были сложности и с продажей керамической плитки. Пока продукция не будет продана, рабочие останутся без дела. В основном это те люди, которые стоят на конвейере. Кого-то из рабочих отправляют в отпуск за свой счет, а кого-то искать работу. Это не первый случай, когда завод приостанавливает свою деятельность. Бывало, что предприятие простаивало 5 месяцев. Стоит отметить, что «Керамин» существует с 1994 года и долгое время был достаточно прибыльным предприятием, пока Лукашенко не решил загробастать себе большую часть акций. Естественно, путем многочисленных проверок и запугиваний силовиками. После чего завод постепенно начал идти ко дну, как и все, за что берется нелегитимный. Кстати, в августе прошлого года работники предприятия принимали участие в общенациональной забастовке. А если вы или кто-то из ваших знакомых попал в список уволенных с предприятия, пишите в наш бот, адрес которого вы видите сейчас на своих экранах, и мы свяжемся с вами для дальнейшего освещения проблемы. Белорусских силовиков крайне тяжело отличить от бандитов, и такая ошибка может стоить долгих лет лишения свободы. В этом на собственном опыте убедился минчанин Дмитрий Короткевич, всего лишь намеревавшийся помочь парню, которого избивали неизвестные в штатском. Все это произошло в сентябре прошлого года. Короткевич шел за учебниками для своих сыновей, когда увидел на улице сцену насилия. Нападение он попытался пресечь, но его обматерили и попытались ударить. В ответ мужчина применил газовый баллончик и оказался в тюрьме по обвинению в насилии в отношении сотрудника милиции. Позже выяснилось, что нападавшими были силовики, а человек, которому Короткевич пытался помочь, участвовал в протестной акции. Суд не учел обстоятельства дела и вынес суровый приговор – 3 года лишения свободы. Кроме того, семье осужденного пришлось выплатить так называемому пострадавшему 1500 рублей компенсации за моральные страдания. День добрый, ОМОН, город Гродно. С таких слов началось сегодняшнее утро в редакциях онлайн-изданий «Гродно Лайф», «Нью Гродно Бай» и магазине «Адметность», который находится с ними в одном помещении. Силовики ворвались в здание, чтобы провести обыск. Поводом для этого стала некая продукция, которая якобы хранится на сайтах независимых СМИ. Как позднее пояснили в Гродненском УВД, это материалы телеграм-канала, который в сентябре прошлого года был включен в список экстремистских. В ходе обыска силовики изъяли всю редакционную оргтехнику. В случае, если так называемую экспертизу сумеет найти на ней что-то экстремистское, независимым медиа грозит штраф до $6000. Президентами не становятся, а рождаются, заявил Лукашенко на сегодняшней встрече со студентами белорусских вузов. И в качестве примера законорожденного государственного лидера привел самого себя, отвечая на вопрос о грядущих изменениях в Конституцию. По его мнению, только потомственный президент сможет перенять у него бразды правления страной, которой он отдал всю свою сознательную жизнь, не украв при этом ни копейки. А вот решение встретиться со студентами в период массовых протестов нелегитимный объяснил просто, дескать, он в своей стране ничего не боится. Примечательно, что очень скоро Лукашенко все же сознался, что не настолько бесстрашен, когда ему задали вопрос о тайной инаугурации. Он рассказал, что спецслужбы докладывали ему о готовящейся провокации с коктейлями Молотова, которые собирались забросить в автобусы с депутатами, приглашенными на мероприятие. И именно по этой причине он принял решение короноваться в узком кругу приближенных. Сразу после этой встречи в одном из телеграм-каналов был опубликован ответ родителей студентов на высказывание нелегитимного. Люди, возмущенные потоком лжи в духе советской пропаганды, посоветовали Лукашенко поскорее сгинуть и оставить в покое будущее страны и их детей. Избили, сломали позвоночник и вызвали в суд. Эта история с минским предпринимателем Игорем Погодским началась еще в августе прошлого года, когда он вышел на протестную акцию и был брутально задержан силовиками. Кадры с ним попали на слив инициативы «Байпол» из Фрунзенского РУВД. На них он лежит лицом в пол, а сотрудники ОМОНа досматривают его вещи. В результате избиений Погодский получил тяжелую травму. Более того, впоследствии он лишился и своей фирмы, когда другая фирма, зарегистрированная на районного прокурора, через суд отобрала у него все оборудование. А вчера мужчину вызвали на очередной процесс. Несмотря на то, что 3-месячный срок наложения административного взыскания уже давно истек, его продолжили судить за события 12 августа. На процессе Игорь отметил, что данные в протоколе не имеют ничего общего с реальностью, а подписал он его под жесткими пытками.
Однако ни насилие силовиков, ни противоречивые данные в материалах, ни тот факт, что медикам долгое время не давали забрать избитого мужчину с Окрестина в больницу, суд не впечатлили. По итогу заседания дело Погодского было отправлено на доработку. 90% ресторанов и баров, которые находятся в жилых домах, не смогут работать после 23:00. Такое решение принял Совет министров. Постановление планируют ввести с июля этого года, а связано оно с якобы высоким ростом правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения и ухудшением криминогенной обстановки на соответствующей территории, связанной с работой объекта после 11 вечера. Такие методы борьбы совершенно понятны. Сотрудники милиции так заняты отлавливанием борцов за перемены, что на реальных преступников времени и сил уже не хватает. В свою очередь, Ассоциация рестораторов намерена вынести данное решение Совмина на общественное обсуждение. В столичных школах начали проводить крайне странное анкетирование. У детей выясняют, нравятся ли им уроки родного языка, не возникает ли у них желание прогулять их и немного ли заданий им задают. Эти и другие вопросы будто подводят детей к определенным выводам. Дескать, да, уроки лишние, вместо них можно заняться чем-то поинтереснее. Примечательно, что такие опросы начались параллельно с косметическими правками в белорусском законодательстве. В настоящее время из него последовательно вычищают практически все упоминания государства. Судя по всему, таким образом, планируя лишить белорусский язык статуса государственного, Лукашенко начинает подготовку к крупнейшей сделке за свою карьеру – продаже нашей страны Путину. Очевидно, обладателю роскошного дворца под Геленджиком этой недвижимости уже мало, и он не прочь отхватить еще один лакомый кусок. А над нелегитимным как раз висят обязательства по сочинским договоренностям. Интересно, за сколько он собрался продать свою любимую? Настоящее чудо произошло с 5-летним Назаром из Мозыря, который вот уже больше года страдает от нейробластомы. За 3 дня белорусы собрали на лечение ребенка 230 тысяч евро. Такого не ожидали ни родители мальчика, ни волонтеры. Теперь у ребенка появился шанс уехать в Испанию и получить там должное лечение, выживаемость после которого равна 60%. Стоит отметить, что ранее ребенок 10 дней проходил лечение в Боровлянах и перенес его очень тяжело. К сожалению, белорусская медицина оказалась слабой в борьбе с раком 4-й степени. Родители Назара, да и сам мальчик благодарят белорусов за оказанную им помощь. Всем огромное спасибо. И это все на сегодня. В воскресенье в 14:00 подключайтесь к нашему еженедельному прямому эфиру, в котором мы обсудим самые важные темы недели с очень интересными гостями. Не пропустите. Хороших всем выходных и живе Беларусь!